Австрийский жулик Виктор Люстик прославился как самый нахальный мошенник Европы после того, как он продал Эйфелеву башню, причем дважды. В 1925 году Люстик сообщил под большим секретом группе парижских оптовых торговцев металлоломом, что содержание Эйфелевой башни становится слишком накладным для города Парижа, и мэрия планирует разобрать ее на металлолом. И один из дельцов так возбудился, что не только выплатил Люстигу стоимость Эйфелевой башни под снос, что-то около 70 тысяч франков, но еще и дал ему взятку за то, что именно он удостоится этой чести. Получив деньги, Люстик сбежал в Австрию, откуда он с большим интересом узнал, что облапошенный им бизнесмен был так пристыжен, что сохранил всю эту историю в тайне от коллег, а также от полиции, что позволило Люстигу вернуться в Париж и заново провернуть всю эту схему уже с другим торговцем металлоломом. В наше время трудно поверить в эту историю. Нам кажется невероятным, что кто-то мог быть настолько наивен, что поверил, что Эйфелеву башню хотят сдать в утиль. Но это только потому, что мы уже накрепко забыли, что вообще-то изначально Эйфелева башня не предполагалась как символ Парижа и всей Франции. Она вообще не должна была быть постоянным сооружением. Ее построили на время, и потом ее должны были снести. И то, что ее до сих пор не снесли, это была заслуга ее создателя, Гюстава Эйфеля, который сделал все возможное, чтобы сохранить свое детище для потомков. Впрочем, это было не совсем его детище. Точнее, не только его. Ну, давайте по порядку. Добро пожаловать в Париж, Бель Эпок. 1889 год был для французов важной датой. Ровно 100 лет назад взяли Бастилию, и началась Великая революция. Бурбоны были свергнуты, французы получили гражданские права, но не то чтобы результаты оказались хорошо закреплены. Весь XIX век Францию лихорадило не по-детски. Реставрации монархии следовали за очередными революциями, которые сменялись очередными империями. Поэтому отношение французов к этой знаменательной дате было, мягко говоря, неоднозначным. Хотелось бы как-то отметить, но далеко не все сограждане считали, что это повод прямо уж праздновать. Никто не забыл якобинский террор. К тому же в 1882 году случился обвал финансового рынка, и страна все еще была без гроша. Так что, ко всему прочему, любые празднования надо было бы организовывать подешевле. И правительству Третьей Республики пришла в голову отличная идея отметить дату очередной всемирной выставкой. Выставкой достижений народного хозяйства в нашей терминологии. Всемирные выставки были чем-то на вроде Олимпиад XIX века. Только проводились они нерегулярно и посвящены были не спорту, а демонстрации последних технических новинок. Париж провел уже 3 такие выставки в прошлом, и это была бы 4-я. При этом финансовые результаты предыдущих выставок были неровными. Если 3-я выставка 1878 года оказалась затратной для казны, то 2-я выставка 1867 года заработала неплохую сумму для города. И в этот раз планы были, разумеется, заработать и заодно отметить неоднозначную дату, продемонстрировав по ходу всему миру, как Франция за этот век после революции поднялась и похорошела, несмотря на все политические пертурбации. И в конце 1884 года президент республики объявил о том, что Париж будет в очередной раз проводить всемирную выставку с мая по октябрь 1889, то есть через 5 лет. И одновременно было объявлено, что Париж спонсирует строительство центрального выставочного объекта – гигантской башни на Марсовом поле, которая будет символизировать промышленный прогресс Франции. Французы никогда не были стеснительной нацией и объявили, что эта башня должна быть в 300 метров высотой.
То есть почти в 2 раза выше самого высокого на тот момент сооружения, а именно монумента Вашингтону, расположенного по поразительному совпадению в городе Вашингтоне, который, между прочим, по сей день является самым высоким обелиском в мире. То есть сразу было ясно, что воздвижение такой башни будет серьезной инженерной проблемой. Но именно этим Париж и хотел похвастаться перед всем миром – способностями своих инженеров. Это был открытый конкурс, поэтому поучаствовали в нем все, кому не лень, с проектами самыми идиотскими. К примеру, один из политически настроенных конкурсантов предложил возвести в центре города 300-метровую гильотину. Разумеется, безумные проекты не рассматривали всерьез, потому что вслед за дизайном вы должны были еще представить исполнение. И это было уже по силам только опытным архитекторам с серьезными инженерными силами за спиной. Долго лидирующим вариантом был проект Жюля Борде, архитектора, спроектировавшего дворец Трокадеро для предыдущей всемирной выставки. Башня Борде представляла собой эффектную каменную колонну, похожую на маяк, увенчанную фонарем такой силы, что жители Парижа по плану Борде должны были иметь возможность читать в безлунную ночь при ее свете. Небольшой перебор, на мой взгляд. Все это символизировало просвещение и прогресс. И в эстетическом смысле вопросов к проекту Борде не было. Это была красивая башня, хорошо сочетающаяся по стилю с Трокадеро, который располагался буквально напротив, через площадь и реку, и был спроектирован той же архитектурной командой, то есть башня и Трокадеро создали бы логичный архитектурный комплекс. Но возникли некоторые технические сомнения. А именно, люди, которые умели считать и знавшие сопромат, засомневались, что эта колонна не рухнет. Это очень тонкий и очень тяжелый каменный столб, который создал бы огромное давление на свое основание, во-первых. И непонятно было, как бы он сопротивлялся расчетным ветрам, дующим на высоте 300 метров над землей, во-вторых. Если бы эта башня не разрушила себя собственной тяжестью, она бы в конце концов шлепнулась на головы людям, живущим в соседнем квартале. И именно эти соображения заставили Государственную комиссию обратить внимание на проект, который был с точки зрения среднего обывателя с эстетическими запросами совершенно абсурдным. Этот проект исходил из инженерно-архитектурной мастерской Гюстава Эйфеля. Сразу разберемся с ударением. Я понимаю, что французы произносят Эйфель. Но это только потому, что они всегда ставят ударение на последнем слоге. Для всех остальных он Эйфель. Эйфель Тауэр, Эйфелева башня. Потому что фамилия эта была выдумана. Наш герой был из семьи немецкого иммигранта. Их настоящая фамилия была Бёнингхаузен. Во Франции они поменяли фамилию на Эйфель в честь родного Нагорья в Германии – Эйфель. Соответственно, он Эйфель и башня Эйфелева, а не Эйфелева. Так вот, в 1884 году Эйфель был уже весьма знаменитым архитектором, но в отличие от Борде он не строил здания, он строил мосты. И он уже нажил миллионное состояние. Ему 52 года, и он руководит успешным бизнесом компании des Établissements Eiffel. Его специализация – железные конструкции. Они строят по преимуществу железнодорожные мосты, но также и железнодорожные станции и высокие купола для чужих зданий. А 3 года назад Эйфель был призван спроектировать внутренний скелет для статуи свободы, той самой, которую Париж подарил Нью-Йорку. Эйфель не только рассчитал эту конструкцию, он произвел на своем парижском заводе сборные части, которые были отправлены уже готовыми в Нью-Йорк на корабле, и там собраны на месте, а потом облицованы. Между прочим, Эйфель убедил скульптора изменить статую, расположив ее руку с факелом более вертикально, чтобы она была более устойчивой. Потому что Эйфель прекрасно знал, что художники могут придумать и даже слепить у себя в мастерской на столе что угодно.
Но когда ты возводишь огромного колосса, возвышающегося над жилым городом, тебе нужно думать не только о красоте, но и о законах физики. Короче говоря, Гюстав Эйфель уже зарекомендовал себя как человек, строящий большие вещи, которые не падают. Именно поэтому его экстравагантному проекту, который, мягко говоря, не вписывался в общий архитектурный облик города, было вообще уделено внимание. Эйфель предложил построить фактически мост в небо. Когда я говорю, что Эйфель предложил дизайн, я не имею в виду, что он был его единоличным автором. Он был ведущим дизайнером и хозяином фирмы. У него в подчинении были люди, которые, собственно, рисовали на бумаге проекты и идеи. И двое из них, Морис Кёхлин и Эмиль Нугье, создали набросок общей идеи металлической башни на 4 ногах, состоящей из перекрещивающихся балок наподобие того, как строят арки мостов. Это не была первая в мире идея такой металлической башни. За несколько лет до этого перед Филадельфийской промышленной выставкой чуть было не построили аналогичной высоты железную же башню, похожую на нефтяную вышку. Но тот проект так и остался в планах. И тут же я сразу хочу отмести все кривотолки насчет того, что это Кёхлин и Нугье придумали Эйфелеву башню, а Эйфель просто примазался. Кёхлин нарисовал исключительно лаконичный функциональный дизайн, который не приняла бы ни одна выставочная комиссия, потому что это было вообще не похоже на архитектурное сооружение. Это опора ЛЭП. Эйфель не пришел в восторг и попросил своего старшего архитектора Стефана Савестра сделать что-нибудь с этим убожеством. И Савестр добавил к башне декоративные элементы, которые полностью сливались с конструкцией и казались органическими и необходимыми, но при этом не несли никакой функциональной нагрузки и просто делали башню красивой. То есть Эйфель был как бы арт-директором этого проекта, после чего он выкупил все патенты на проект башни и стал единоличным владельцем ее дизайна, что означает, что он примет на себя весь колоссальный народный гнев. Потому что эта башня была красивой только с точки зрения передовых инженеров. А нормальные люди подумали, что над ними издеваются. Когда Государственная комиссия объявила, что в конкурсе победил проект Эйфеля, в Париже чуть не разразилась очередная революция. Потому что одно дело строить гигантскую нефтяную вышку на американской промышленной выставке, а другое дело делать это в самой середине Парижа, 2000-летнего города, столицы искусств, арбитра элегантности, жемчужины Европы. Парижане пришли в неописуемую ярость. Люди соревновались в остроумии, сравнивая будущую башню с самым дурацким уличным фонарем в мире, с грудой лестниц, со скелетом, разумеется, и с ужасающей дымовой трубой. А главный идеолог европейского декаданса, Жерис Карл Гюисманс, так и прямо назвал башню дырявой анальной свечой. Творческая элита сформировала комиссию 300, по одному члену на каждый метр башни, и начала писать живописные гневные петиции. Мы, писатели, художники, скульпторы, архитекторы и страстные поклонники нетронутой доселе красоты Парижа, всеми силами, со всем негодованием во имя униженного французского вкуса протестуем против возведения этой бесполезной и чудовищной Эйфелевой башни. Представьте себе на мгновение головокружительную, нелепую башню, возвышающуюся над Парижем, как гигантская черная дымовая труба, сокрушающая своим варварским телом Нотр-Дам, Тур-Сен-Жак, Лувр, Дом инвалидов, Триумфальную арку. Все наши униженные памятники исчезнут в этом страшном сне. Эйфель был глубоко огорчен такой реакцией и отбивался как мог. Люди отождествляли его с этим проектом, и он принял на себя весь груз ответственности и всю волну цунами критики. Он
пытался объяснить публике, что дизайн его башни отражает гармонию сил природы, что сам факт ее конструктивного совершенства означает совершенство эстетическое, что ее прочность является свидетельством ее красоты по законам природы, и что его задача была создать нечто до той поры невиданное и совершенно естественно шокирующее. И он сравнивал свою башню с пирамидами в Гизе, за что был пропечатан в карикатуре. К счастью, несмотря на все протесты, было уже поздно передумывать. Тем более, что к концу конкурса оказалось, что у проекта Эйфеля вообще-то просто не было достойной конкуренции. И в конце января 1887 года начинается строительство, которое само по себе станет шедевром как и инженерной смекалки, так и бизнес-менеджмента. Эйфель подписал контракт на строительство башни, действуя от своего имени, а не как представитель фирмы. Дело в том, что контракт с городом предоставил ему 1,5 миллиона франков на покрытие расходов. Это меньше четверти от 6,5-миллионного расчетного бюджета. Эйфель согласился покрыть остальные расходы из собственного кармана. Хорошо быть миллионером. В компенсацию город отдавал ему весь потенциальный доход от коммерческой эксплуатации башни во время выставки и в течение следующих 20 лет. Париж в тот момент не очень хорошо представлял себе, о каком коммерческом доходе вообще будет идти речь. То есть в башне был спроектирован ресторан, может, от ресторана. С точки зрения города они получали центральный экспонат выставки за четверть цены, переложив весь коммерческий риск на автора проекта. Никто в тот момент не подозревал, что башня это не только не разорит своего создателя, но и сделает его мультимиллионером. Строительство башни на выбранном месте, прямо рядом с рекой, немедленно натолкнулось на огромные проблемы. 2 ноги башни приходились на слой плотного гравия, а 2 другие, те, что ближе к сене, упирались в песок, под которым начиналась сырая глина. На оригинальном чертеже Кёхлена каждая из ног башни опирается на собственный прямой фундамент, но сделать так оказалось невозможным. Мало того, что тяжесть башни вдавливала ее в землю, это проблема абсолютно всех зданий, именно для этого существуют фундаменты, но представьте себе, что вы стоите у реки на скользкой глинистой почве, пропитанной водой, широко расставив ноги. Что произойдет? Правильно, у вас начнут разъезжаться ноги. И это была серьезная проблема для Эйфелевой башни. Поэтому фундаменты для 2 ног башни, расположенных ближе к реке, пришлось делать наклонными. В почву вбили по 4 болта под углом и укрепили на них башмаки, перпендикулярные направлению ноги. То есть башня упирается в грунт под землей не горизонтально, как нормальные фундаменты, а вот так. Причем вся эта конструкция расположена ниже дна реки, то есть строительные работы по фундаменту были исключительным инженерным достижением. Собственно, башня, ее наземная часть, начала строиться только через 5 месяцев после начала работ. И после того, как заложили фундамент, трудности только продолжались. В окончательном виде 4 наклонные ноги башни как бы опираются друг на друга. Но когда их возводили, они опирались на строительные леса, подпертые мешками с песком. А кроме того, 2 ноги поддерживались гидравлическими насосами, позволявшими корректировать их наклон на считанные сантиметры. Когда ноги были закончены и водружена платформа 1-го этажа, песок из мешков начали понемногу выпускать, и ноги начали медленно опускаться, и в какой-то момент вся эта конструкция схлопнулась. Все отверстия для соединения были просверлены в балках заранее, и они совпали с абсолютной точностью. Ноги и платформу склепали, после чего башня начинает служить сама себе строительными лесами. В ногах башни проложили гусеничные подъемники, по которым куски башни поднимали наверх.
Кстати, этот способ строительства был заранее запатентован Эйфелем. Башню собирали на месте из готовых кусков. Готовые компоненты привозили на конных повозках с Эйфелевского завода в парижском пригороде. Никакого сверления и формовки на месте не производилось. Если какая-то деталь не подходила, ее отправляли обратно на завод для переделки. Эйфель требовал от конструкторов небывалую степень точности. Положение отверстий под заклепки указывалось с точностью до 0,1 мм, а углы вычислялись с точностью до 1 угловой секунды. Чертежное бюро подготовило 3629 подробных чертежей, 18 тысяч деталей, которые были соединены на месте с помощью 2,5 миллионов заклепок. На установку каждой заклепки требовалось 4 человека. Они ее раскаляли до красна, вгоняли в отверстие и расклепывали, пока она не охлаждалась, после чего металл остывал и накрепко связывался. Эйфель сразу понял, что в отличие от мостов, которые держатся за землю двумя сторонами, башня будет держаться только одной. И на 300-метровой высоте дуют ветра в 100 км в час, которые начнут гнуть и раскачивать металлические балки. То, что башня кружевная, позволяет ей до какой-то степени пропускать сквозь себя ветер, но только до какой-то степени. Ваши самые кружевные занавески все равно развиваются от сквозняка. В принципе, некоторая гибкость позволяет большим сооружениям не ломаться под ветром или при землетрясениях. Но поскольку Эйфель планировал построить на этажах башни рестораны, он не хотел, чтобы при малейшем ветре у посетителей начал выплескиваться из тарелок суп. Поэтому Эйфелева башня в результате сделана исключительно жесткой. И при даже ураганном ветре ее макушка не отклоняется больше, чем на 9 сантиметров. А вообще-то верхняя часть башни может сместиться на 18 сантиметров в сторону просто от нагрева солнцем из-за теплового расширения металла на стороне, обращенной к солнцу. Строительство башни было закончено в рекордный срок в 26 месяцев. Это очень быстро даже по современным масштабам. И когда Всемирная выставка торжественно открыла свои двери 15 мая 1889 года, на Эйфелевой башне еще поспешно доделывали лифты. Башня открылась через 9 дней и все еще без лифтов, что не остановило тысячи людей купить билеты и по лестнице забраться наверх. Башня высотой 80 современных этажей, господа. Всего на вершину ведут 1792 ступени в честь года рождения республики. Это очень много ступеней. До посетителей выставки на вершину уже вскарабкались пешком правительственные чиновники и представители от прессы, которых Эйфель лично проводил наверх по дороге, объясняя различные особенности башни, как заправский экскурсовод. Это восхождение заняло у них час. Но вообще-то никто не предполагал, что в башне не будет пассажирских лифтов. И эти лифты были отдельным кошмарным головником для Эйфеля. В конце концов, с этой задачей справится фирма Отиса. Если вам кажется, что вы уже слышали это имя, то это тот самый американский инженер, который изобрел первый безопасный лифт. По ссылке вы можете посмотреть мое видео об истории лифтов. С самого начала предполагалось, что главным ништяком башни будет возможность вскарабкаться на невиданную высоту и посмотреть оттуда на Париж. Красота-то какая, лепота. Вспомним, что это было время до самолетов. Воздушные шары были редким развлечением для самых богатых. И для подавляющего большинства людей это был уникальный шанс подняться на высоту птичьего полета. На первом уровне башни было 3 ресторана, один французский, один русский и один фламандский, и англо-американский бар. Снаружи первого уровня проходила обзорная галерея. На втором уровне у французской газеты «Ле Фигаро» был офис и типография, где они изготавливали специальный сувенирный номер «Ле Фигаро де ла Тур». Наверху было почтовое отделение, откуда посетители могли отправлять письма и открытки на память о своем посещении Эйфелевой башни.
а на самой макушке располагались личные апартаменты месье Эйфеля, где он принимал почетных гостей, в числе которых был Томас Эдисон, подаривший ему фонограф, другой популярный выставочный экспонат того года. Башня была выкрашена в красный цвет, а после наступления темноты ее освещали сотни газовых фонарей, и маяк испускал 3 луча красного, белого и синего света. Башня имела оглушительный успех у публики. К концу выставки ее посетил 1 миллион 896 987 человек. Почти 2 миллиона. Билеты стоили 2 франка на первый уровень, 3 на второй и 5 на верхний. Эйфель не просто вернул свои вложения, он по новой стал мультимиллионером. К сожалению, насладиться успехом ему не дали, вместо этого его чуть было не посадили в тюрьму. Если вам до сих пор нравится этот рассказ, не забудьте поставить лайк. И я вам расскажу, как Эйфель попал под суд. Судили Эйфеля не за башню, а за Панамский канал. Панамский канал – это канал между Северной и Южной Америками. Тот канал, который существует сейчас, построили американцы, но до них первыми за этот проект взялись французы во главе с Фердинандом де Леспесом. Леспес до этого успешно руководил постройкой Суэцкого канала, и французам казалось, что и канал между Америками он сможет прокопать без труда. И акции его компании начали расходиться как горячие пирожки. Проблема была в том, что вообще-то Леспес не был инженером, а был он профессиональным дипломатом. И вообще только один из инженеров, включенных в проект, был до этого в Центральной Америке. Вкладчики как-то не учли, что Суэцкий канал – это просто ров, прорытый в плоской пустыне на уровне моря. А Панамский перешеек – это горный хребет. Кроме того, там текут реки, которые в сезон дождей сильно разливаются. Часть перешейка заболочена, и там живут аллигаторы и малярийные комары примерно такого же размера. И что, к примеру, американцы, уже построившие к тому времени там железную дорогу и прекрасно понимающие, что это за чертова дыра, на тот момент планировали строить канал в Никарагуа, то есть где угодно, только не в Панаме. В результате французская попытка Панамского канала была настоящим кошмаром. Они сорвали все сроки и многократно превысили бюджет. Число погибших на строительстве оценивается более чем в 22 тысячи человек. И они так ничего и не построили. Компания со страшной скоростью теряла деньги и предпринимала все новые выпуски облигаций займа. Но и это не помогло. И в 1888 году, то есть за год до Всемирной выставки, компания объявила себя банкротом. В процессе выяснилось, что 150 депутатов парламента были подкуплены для голосования за выделение финансовой помощи компании. И Леспес и ряд других руководителей проекта пошли под суд и были признаны виновными в финансовых злоупотреблениях и подкупе. Так вот, угадайте, кто проектировал шлюзы для этого несчастного канала. Хотя Эйфель был просто подрядчиком, ему вместе с директорами проекта были предъявлены обвинения в незаконном присвоении средств. Эйфель был оштрафован на 20 тысяч франков и приговорен к 2 годам тюремного заключения. Он подал на апелляцию и был в конце концов оправдан. После суда Эйфель ушел на пенсию и даже убрал свое имя из названия своей фирмы, которой отныне будет управлять Марис Кёхлен. А Эйфель полностью посвящает себя научным исследованиям, базу для которых он организовал в своем кабинете на вершине башни, и разработке стратегий для спасения ее от демонтажа. По договору с городом Эйфель имел право держать свою башню на Марсовом поле 20 лет, после чего право собственности на землю под ней возвращалось городу Парижу, и архитектор должен был разобрать свое сооружение. Дворец Трокадеро, между прочим, снесли без жалости, сейчас на его месте дворец Шайо. Но Эйфель изо всех сил искал возможности сохранить башню, и он придумывал какое-нибудь назначение для нее, которое не было бы чисто развлекательным и было бы признано правительством по-настоящему необходимым для страны. И ответом на его надежды стало радио. Эйфелева башня становится самой высокой в мире радиовышкой.
На ней устанавливают передающую станцию, которая в 1899 году позволила провести сеанс связи с Лондоном, после чего башни заинтересовались военные. И к 1908 году башня выходила на связь с точками, отстоящими от нее на 6000 километров. Стратегическое значение башни стало очевидно. И Эйфелю было предложено право продлить свой контракт еще на 70 лет. А в 1964 году тогдашний министр культуры официально объявил Эйфелеву башню историческим памятником. И больше уже никто никогда не будет думать, что башню нужно снести, потому что она уродует Париж. Вы как думаете, она уродует Париж? И вообще, какой из мировых архитектурных памятников вы считаете самым страшненьким? Напишите внизу. А на сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание и всего доброго.